Привет, друзья! Вроде бы простая задача, так мне показалось. Даны два квадратика и окружность, которая отсекает на сторонах маленького зеленого отрезки длины 1 и 2. И нужно найти длину стороны желтого. Все как бы просто. Но я начал решать, это действительно получилось офигеть. Я не нашел простого решения. Может быть, вы поможете мне? Ну, я, конечно, разделался как профессионал. Два удара – и все, сделал двоечку, такую задача легла. Дам буквы. А, Б, С, Д, большой квадрат. Здесь МНК, МНК. И здесь будет F, и здесь G. Все понятно. А Д нужно найти. АД. Длину стороны желтого квадрата. Ну, делайте стоп, пытайтесь найти и посмотрите, что у меня получилось. Какие два удара я применил. Та знаменитую теорему, которую школьники не знают, о касательной и секущей. Она звучит так. Если из одной точки к окружности проведена касательная и секущая, то квадрат отрезка касательной равен произведению большего отрезка, секущей на его внешнюю часть. Просто x на y. Ну вот очень интересное следствие. Если из одной точки провести две, ну можно и больше, секущих, то у них будет общее касательное, проведенное из той же точки. И тогда получается, что произведения отрезков этих секущих равны. x1 умножить на y1 будет равно x2 умножить на y2. Можно писать равно и так далее. Ну ладно. И вторая ваша любимая теорема о произведении отрезков, пересекающихся хорд, которые равны между собой. Это все знают. И первая и вторая доказываются подобием, поэтому не такая сложная эта штучка. Подобные треугольнички, все вылетает, но крайне-крайне полезная. Знатоки подтвердят. И вот как я ее использовал, посмотрите. Я не буду много чего доказывать, иначе забьется весь чертеж, расскажу самую суть. А мелочевку вы докажете сами. Смотрите, это единичка, это правильно, это двоечка, это пусть будет x, а сторона зеленого y. Вот y оказывается на единичку меньше, чем x. Мне не удалось доказать это. Возможно, я уже тупел и был-то не очень. А сейчас пишу учебник для 10 класса по стереометрии. Весь там тема перпендикулярность у меня, плей-офф, не бреюсь даже. Вот, жутко увлечен этим делом. Отмечу здесь точку и скажу, что это точно единица. Это отрезок единица. В силу разных особых свойств. Ну, каких особых? Может, трапецию равнобедренную рассмотреть. Можно сказать, что две параллельных высекают на окружности две равные дуги, которые стягиваются равными хордами. Из равенства двух прямоугольных треугольничков я и получаю, что это единичка. А вот дальше что? Дальше я рассмотрю вот эту точку N. Из нее проведены теперь две секущих. Вот я продолжу вниз за эту точку. О, вот так. Видите, из точки N две секущих. Можно применить теоремку номер один. Следствие из теоремы касательной и секущей. Ну, давайте кое-что напишу. Вот длина вот этого отрезка x, значит, вот этого будет x минус единиц. Правильно? Правильно. А вот этого отрезка от этой точки до вот этой точки, сколько будет длина этого отрезка? Y, это же сторона квадратика, минус 1, правильно? Y минус 1. Хорошо. Это 2. А сколько будет вся вот эта? О, так это же будет y, это же квадратик, правильно? Правильно. Все, теперь я запишу, чему равен больший отрезок секущий. Он равен, посмотрите, чему. Вот надо от всего вот этого отбросить единичку. Так легче. Посмотрите, вот это будет у меня x плюс y, правильно? А тот отрезочек будет x плюс y минус 1. X плюс y минус 1. Ну все, не так страшно. Перемножаю x плюс y минус 1 на его внешнюю часть, на единичку. Пишу здесь x плюс y минус 1 умножить на единичку равно произведению y на вот эту двоечку. Правильно? Y умноженное на 2. Все, это первый мой удар, первая теорема получилась. Верно? Верно. Ну что отсюда вытекает? А? Посмотрите.
Единичку выбросим, y перенесем, получится, что y равен x минус 1. Y равен x минус 1. Вот это важная вещь. Я везде на чертеже это заменю. Вот этот y, это будет x минус 1. Вот это будет у меня x минус 1, то есть левая сторона квадрата зеленого. А y минус 1, это же будет x минус 2, правильно? Я это удалю и напишу вместо этого теперь x минус 2. Хорошо? Хорошо. Ну и теперь нужно второй удар нанести. Произведение отрезков пересекающихся хорд. Вот что я делаю. Смотрите. Я продолжаю вниз вот так. Кое-что сейчас удалю. Вот это я удалю, мне не нужно. Мне не нужно. Видели? И вполне возможно это удалю. Мне не нужно. Не нужно. И это удалю. Вот так. Вот так. Почище чертеж. Правильно? И даже этот хвостик. И он мне не нужен. Смотрите. Чему равен нижний синий отрезок? Он равен y. Почему? Вот произведение отрезков, пересекающихся хорд. Видели? Видели? Где? Вот это умножить на это равно вот это умножить на это. Правильно? Но это же у меня x. Вот получается, x умножить на y равно x умножить, на какое-то t, можно сказать. Видели? X умножить на y равно x умножить на t. Отсюда y равен t или t равно y. Вот я стер и все. Хотя тут 100 способов, как доказать. Можно провести вот так, сказать 45 градусов. Значит, провести так, а это вписанный угол на ту же дугу, тоже 45. Равнобедренный, прямоугольный. Все, забыли это. Забыли. Получили y равен t или t равно y. Удаляю. Все лишнее, все лишнее, все лишнее, все лишнее. Главное удалить все лишнее. Итак, посмотрите, к чему мы пришли. Во-первых, к тому, что это тоже y, да? Это будет y, это y. Но y это же у меня x минус 1, поэтому я заменю. Напишу, что вот это будет x минус 1. X минус 1. Верно? Верно. А теперь еще раз я применю теоремку эту о пересекающихся хордах. К чему? Вот сейчас розовым напишу. Вот это умножить на это равно вот это умножить на вот это. Правильно? Правильно. А сколько будет вот это? Это будет x минус 1 в сторону зеленого. Давайте запишу где-то. X минус 1. Так это единица. И так было понятно, что это единица. Единица. Внимание, теорема о пересекающихся хордах. Вот эта единица умножить на вот эту штуку. Это 2 раза по x минус 1. Вот эти отрезки равны. Получается единица умножить на 2 на x минус 1 равно вот это умножить на вот это. X минус 1 на x минус 2 дело сделано. Смотрите, какая красота. Зачеркнул, и x равно 4. X равен 4. Длина равна 4. Я уверен, что есть красивое решение, потому что, посмотрите, x минус 2 это 2. Получается 2. Получается, это единичка-двоечка, это единичка-двоечка. Сторона маленького 3, сторона большого 4. Просто прям Египет сплошной, но я не дошел. Выручай, братва. Ответ 4. Задача решена. Покажите этому Казакову, как нужно правильно решать задачи. До новых встреч, всего хорошего. Обидно, конечно, что много не подписано. Мы делаем такое большое общее дело. Это я про тех, кто подписан, и это способствует развитию канала. Ведь дело совершенно простое. Нажал кнопку и все. Но за геометрией будущее. Сегодня спросите у искусственного интеллекта, нужна ли геометрия, нужны ли доказательства. Вы будете поражены, что вам ответит он. Потому что это архитектура мышления. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.